Депортация просителей убежища в Россию. Пытки теперь разрешены. Помогаем Украине готовиться к зиме. Вы смотрите новости с еженедельного митинга у посольства России в Лиссабоне. Сегодня 30 августа, 14:30. 27 августа правозащитный проект «ГУЛАГу нет» сообщил со ссылкой на свои источники о депортации из США в РФ более 50 человек, включая десятки просителей убежища. Их пропустили через многочасовые допросы с применением давления, склоняли к сотрудничеству, зарегистрировали материалы для уголовных преследований. 29 августа медиа «Можем объяснить» со ссылкой на знакомых депортированных сообщила, что одного из них задержали. И напомнили, что депортированный после отказа в политическом убежище в конце июля волонтер штаба Навального Леонид Мелехин находится в СИЗО. В тот же день наш коллега в США, президент Russian America for Democracy in Russia Дмитрий Валуев, рассказал вещательной компании Deutsche Welle, что судьи не дают политическое убежище даже людям, которые имели уголовное преследование в России за свои взгляды. По их неточным подсчетам, около 1000 россиян ожидают решения госорганов США. А вечером иммиграционный адвокат Юлия Николаева в эфире программы The Stream рассказала, что по законодательству США депортируют в страну гражданства. Недавно начала появляться практика депортации в третьи страны. Готовность принять этих людей пока выразили Уганда и некоторые другие страны. В интернете ходит видео, где боец ЧВК «Вагнер» заходит в кафе в Уганде, где местные жители слушают группу «Бутырка», названную в честь следственного изолятора. 25 августа правительство РФ предложило Путину официально отказаться от соблюдения Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинства обращения или наказания. 26 августа издание «Медиазона» сообщило, что бывшего сотрудника Яндекса Сергея Ирина осудили на 15 лет строгого режима за донат украинскому фонду «Вернись живым». В апреле 2024 года он вернулся в Россию навестить мать, брата и встретиться с друзьями. 29 августа нашу коллегу, активистку демократического сообщества русскоязычных в Финляндии Ирину Визикко в России назвали иноагентом. Размышляя о недавних событиях и их дирижерах, Руся Рассвет решила поделиться с вами своим новым стихотворением «Скрипка и власть». В результате обстрела Киева российскими войсками в ночь на 28 августа уже погибли 23 человека, еще 53 получили ранения. Из них 22, включая 4 детей, погибли в разрушенной пятиэтажке в Дарницком районе. В пятницу в Киеве был день траура. Лето заканчивается. Директор энергетических и инфраструктурных программ Центра Разумкова Владимир Амельченко в интервью каналу «Киев-24» рассказал, что, учитывая постоянные обстрелы, существует риск, что в некоторых регионах Украины зимой не будет отопления. Напоминаем, что продолжается сбор на портативные электростанции для больниц и школ Украины. Россия не их собственность. Если вы хотите, чтобы изменения в России произошли, делайте свой вклад.